Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такой браслет в технике привалите иглой. Также этот узор можно использовать и для чокера. Для выполнения этой работы мне понадобится 2 иглы номер 7. Можно использовать и одну иглу, но тогда вам придется много раз вытягивать нить из иглы и заново ее заправлять. Также мне понадобятся стандартные инструменты: нитевдеватель, плоскогубцы, ножницы, крючок. Я буду использовать вот такие нитки. Это Sunbest, 4 нити, цвет 151. Также я буду использовать вот такие бусины под жемчуг. Их диаметр 4 мм. Соединительные колечки, чтобы прикрепить замочек. Буду использовать замочек, который я получила от BB Craft. Мы будем использовать 2 иглы и, соответственно, 2 нити. Одну нить нам нужно отрезать от клубка. Сейчас я отрезала здесь 3 метра, но я вам здесь укажу, действительно ли мне понадобятся все 3 метра, либо можно отрезать меньше. И напомню, что я буду делать браслет. Если вы будете делать, например, чокер, то, соответственно, длина у вас будет другая. Забегу немного вперед. Как вы видите, мне не хватило нити, которую я отрезала от клубка. Не хватило ее где-то на середине браслета. Поэтому либо отрезайте эту нить примерно в 2 раза больше, чем я изначально говорила, либо делайте так, как я. Когда нить закончится, просто добавляйте новую. Оставляю хвостик примерно 1 метр и начинаю выполнять первое кольцо. Если вы только начинаете работать в технике привалите иглой, или же никогда раньше не видели технику эту и хотите с ней познакомиться поближе, а мои движения сейчас вам кажутся быстрыми и непонятными, то я рекомендую сначала посмотреть мои уроки по основам этой техники. У меня есть бесплатный плейлист на канале. Также у меня есть платный онлайн-курс, где за 16 уроков я помогу вам чувствовать себя уверенно в этой технике. Когда вы освоите основы, тогда вы можете вернуться к этому мастер-классу. Я уверена, что вам уже все мои движения будут понятны. Выполняю пико. И пико у меня больше, чем обычно. Оно у меня примерно миллиметров, я думаю, 7, может быть 8. Когда я его сложу пополам, то оно получится 4 миллиметра. То есть это почти будет диаметр бусины, которую я буду добавлять чуть позже. А вот это пико я делаю как обычно. Это обычное соединительное пико. Оно у меня примерно 4 миллиметра. Закрываю кольцо, переворачивая работу. Откладываю это кольцо в сторону и перехожу на вторую иглу, где заправлена вторая нить. Здесь я также оставляю примерно 1 метр хвостика. Нанизываю одну бусину. Теперь беру первое кольцо, которое мы выполнили. Вот таким образом оно будет расположено. С левой стороны нету пико, с правой стороны есть пико. Прохожу иглой через пико, которое посередине.
снова прохожу через бусину в обратном направлении. Подтягиваю бусину таким образом, чтобы она перескочила на вот это пико. Теперь выполняю дугу. Закрываю дугу, переворачивая работу. Вот что должно получиться. И сейчас мы с вами будем выполнять такое же кольцо, как вот это первое. Присоединимся к вот этому пико. Отличие от этого кольца будет только в том, что у нас уже будут боковые пико с двух сторон, потому что это кольцо крайнее, здесь мы не делали пико, а это кольцо у нас будет в середине, и мы будем продолжать дальше выполнять браслет или чокер. Выполняем большое пико. Маленькое пико. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Откладываем эту иглу и возвращаемся к первой игле. Выполняем дугу
И будем присоединяться вот к этому пико через бусину. Я не буду выполнять узелок. Вот в таком положении эту дугу оставлю. Прохожу через бусину. Через пико. И через бусину в обратном направлении. Выполняю дугу. Переворачиваю работу и закрываю дугу. Сейчас мотив у нас будет повторяться. Мы выполним кольцо, присоединим это кольцо к предыдущему, сделаем большое пико для бусины, закроем кольцо и перейдем на вот эту сторону. Я перемещу вот эти две нити под работу, чтобы они мне не мешали, но и чтобы вам было удобнее смотреть.
Закрываем кольцо, переворачивая работу. Переходим ко второй игле. То есть каждый раз, когда мы выполняем кольцо, мы переходим на другую сторону. Выполняем все элементы до кольца и опять возвращаемся на другую сторону. У меня совсем не затянулась дуга, поэтому я вытащу нить, подтяну дугу. И теперь подтяну бусину. Закрываем дугу, переворачивая работу. Выполняю кольцо.
Таким образом иду до нужной мне длины. Я выполнила нужную мне длину, мне осталось выполнить последнее кольцо. И точно так же, как и в самом первом кольце, вот здесь сбоку мы не будем делать пико. Большое пико еще делаю, потому что здесь еще будет одна бусина. А вот маленькое пико не делаю. Закрываем это кольцо. Работу можно не переворачивать, это кольцо последнее, поэтому не имеет значения, переворачиваем мы его или нет. Нить можно отрезать. Выполняем последнюю дугу и добавляем последнюю бусину. Я выполню здесь еще один узелок для надежности. Теперь нам нужно спрятать кончики. Знаете, я, наверное, эту нить выведу через бусину вот в это кольцо и буду прятать этот кончик в нем.
Таким же образом прячем остальные ниточки. Осталось присоединить замочек. Вот такой браслет у меня получился. Мне очень нравится, как здесь смотрится этот замочек. Застегивать его оказалось тоже достаточно легко. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!